Ребятки, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И я хочу поделиться с вами обзором новинки этого года, шикарной колодой Stoller Tarot от Адама Столлера. Это, скажем так, его одноименная, именная авторская колода. Но она нереально классная. Я так давно ждала эту малышку, и муж мне сделал такой небольшой презент. Почему ждала, сейчас объясню, расскажу, почему мне нравится эта колода и чем, по сути, как бы заворожила. Во-первых, у меня есть 10 колод US Games в железных вот этих жестяных коробках. Очень удобные штуки. Почему? Потому что, во-первых, занимают мало места, они мини-формата. Очень удобно брать в дорогу. Плюс, как вы видите, ничего у вас не погнется, не намокнет. Ну, все будет прекрасно. Это действительно очень классный походный вариант. Поэтому я всем рекомендую, кто с собой берет карту в дорогу, однозначно брать в таком формате. Итак, как мы видим, вот издательство, кто хочет приобрести. То есть можете зайти, заказать. Доставку в ваш регион не подскажу, потому что у каждого она будет разная. Но, как мы видим, здесь у нас 78 карт и англоязычный буклет на 64 листа. Малышка в стиле Таро Райдера Уэйта, то есть по этой системе, но, как мы видим, оракульная. Почему? Потому что несколько иная прорисовка. Итак, художник комиксов Адам Столлер, он всегда использует такой юмористический подход к традиционному Таро, да, вот с этими красочными мультяшными изображениями. Ну и вместе с тем идет какое-то переосмысление символов и фигур. Именно, знаете, как за подход, за чувство юмора, за какую-то такую вот ноту легкости, потому что жести и так хватает в повседневной жизни. Мне очень по этой причине понравилась эта колода, очень хотела ее приобрести. Как мы видим, малышка 55 на 59 миллиметров, такая вот небольшая, совсем, особенно у кого маленькие ручки, я думаю, будет вам крайне удобно. Такая вот замечательная рубашка. Рубашка, как вы видите, не является двусторонней, но я думаю, это не проблема. По поводу качества вопросов никаких. Классная вырубка, все прекрасно. Единственное, конечно, я понимаю, что это удорожание. Если бы были еще какие-то обработанные края, было бы просто потрясающе. По поводу самого картона. Он тонкий, но он качественный. То есть я не могу сказать, что карты меня не устраивают по качеству. Что же самого мануала? Только в англоязычном формате. Такая вот книжечка. Как мы видим, небольшое вступление от самого автора. И кратенькое предисловие, где он рассказывает о том, что ложки это будут мечи, воздушные шары это пентакли, ведра это будут кубки и метла это будут жезлы. То есть заранее вам так расскажу кратенько. Ну а здесь традиционно по каждой карте, что прорисовано, да, и значение в прямом, в перевернутом положении. Вот, по сути, все, что здесь вы можете увидеть. Ну и ссылка на S-Games во всех возможных современных социальных сетях либо пабликах. Поэтому вот такой вот классный вариант. И видите, смотрите, как классно. Видите, там никакой ржавчины, нигде ничего. Классно все сделано. Вот за это очень люблю именно этот формат колоды. Ну а теперь давайте приступим к прорисовке. Ну это бомба-ракета, знаете. И когда у вас действительно нехватка энергии, вот поверьте, это одна из тех колод, которые эту энергию будут привносить. Как мы видим, наш замечательный шут, он же дурак, он же глупец, на краю обрыва, с этой котомкой, с этими собачками. И самое главное, знаете, у солнца то же самое лицо, как и у шута. Колода идет такой с легкой ненавязчивой рамкой по контуру. Здесь у нас идет нумерация и внизу идет подпись аркана. Так, нет смысла рассказывать по каждой карте. Сюжет читаем, узнаваем. Я думаю, вы его прекрасно и сами как бы понимаете. То есть все перекликается с классикой. Здесь у нас маг в виде фокусника, волшебника, то есть человек, которому подчинены все 4 масти. Жрица. Такой котик здесь еще. Ой, класс. Но видите, здесь она не с книгой, она здесь со свитком. То есть есть незначительные изменения, но тем не менее, как суть вопроса, либо суть дела от этого не меняется. Императрица, смотрите, такая беременная тут такая смешная. Мне так нравится выражение их лиц.
Ой, автор просто замечательно это все подает, прорисовывает. Ну, действительно, знаете, по-воздушному, по-легкому. Да, здесь нет строгого соответствия классике. Здесь вы не увидите полностью всего того, той символики, того символизма, которая есть в классической колоде. То есть не 12 звезд, как вы видите, здесь 5, не гранаты, а какие-то там красные цветы. От всего этого отходит, но суть вопроса не меняет. Или император, да, который вот сходит с трона, то есть власть, которая обременяет. И знаете, уже сам не рад этой власти, хочется от нее отказаться. Или вот жрец, обратите внимание, да, то есть нести веру, причем видите здесь, как может быть даже представителем разных конфессий. Так, ну влюбленные здесь вопросы выбора. Вот у нас мы видим искушение, это Амурчик, колесница. Не знаю, я понимаю, что каждому свое, и не всем подходит такой формат, но действительно очень легкий, прям, знаете, как умиляет. Мне кажется, как на карту дня или на какие-то такие легкие событийные расклады, очень приятно будет ее использовать. Отшельник какой смешной, классный. А вот колесо фортуны. Изображен, видите, человек, лев, воздух, земля. Ну, то есть, да, фактически вода, воздух, огонь, земля. Ну, если так, по сути, потому что человек состоит в большей степени из воды. Ну, классно придумали. Или правосудие. Видите, рассекла эту змею. Мудрость через болезненные решения. Подвешенный. Вот даже посмотрите, смерть здесь такая вот мимими, понимаете? То есть она здесь не косит, не убивает, а умиляется возрождением из пепла. Умеренность. Вот, да, в качестве карты дня. Как привести себя в чувство, в баланс, в гармонию. Нам нужно выпить. Вот. Это будет такой основной ключевой посыл. Дьявол. Или вот башня. Это крушение чего-либо под натиском обстоятельств. Звезда, посмотрите, какая классная. Вот не знаю, вот колода мимишная, ну такая прикольная. Особенно вот луна здесь очень нравится. Где вот волк воет на луну. А солнце, это знаете, как лошадь сдохла слезть. Ну, то есть уже, видите, такая жара. Ползут до победного. Ну, вот по-своему, да, то есть указывает как бы и на достижение цели, на радость, но, видите, вместе с тем на какое-то изнемождение. То есть это может быть слава, которая, например, вас настигает и испепеляет, потому что, видите, они ползут по пустыне, уже как бы сил нет. Идет обезвоживание. Или вот очень понравилась здесь мне подача аркана суд. Вот, знаете, вердикт. Знаете, как по принципу казнить, да, либо изгнать из рая. И причем обратите внимание здесь и яблоко из меня. Ну, это классно вообще. То есть все участники сюжета. А вот карта мир. Ну разве не потрясающая? По-моему, более чем очень классная. Пошли у нас пентакли. Вот здесь вот у нас такой клоун. Как шанс, возможность, свет. Тебе освещают путь. Вот двойка шаров. Или вот тройка. Да? Работа, заказ, деятельность. Или вот попытки удержать свое. То есть, видите, сюжетная линия угадывается. Несколько она, конечно, видоизменена, но я думаю, всем понятно. Или вот пятерка пентаклей, да. Тут кто-то имеет хоть что-то, кто-то вообще ничего. То есть нет никаких пожитков. Вот карта помощи, карта радости. Или вот ожидание, да, то есть он приводит свой сад в порядок, пытается здесь его украсить. А вот оттачивание мастерства, тяжелый труд. Или вот жизнь в райском саду, когда у тебя все прекрасно, и жизнь как разноцветный воздушный шарик. Десятка пентаклей, она же десятка шаров.
Так, теперь у нас с вами пошли карты двора. Паж, рыцарь, королева и король. Такие папуасы какие-то. Так, теперь у нас метлы, они же жезлы. Ну, вот так бежал, видите, аж все кипит, горит. То есть активность, продвижение, мотивация. Вот, двойка жезлов, да, весь мир у твоих ног, по сути. И выбор за тобой. Чего захочешь достичь, то и будет. Достичь того, то и будет. Тройка жезлов, как движение, выбор направления курса. И вот четверка жезлов, да, сбор урожая. Одно из основных значений этой карты. Вот, по сути, и есть. Они собирают плоды. Посмотрите, какая интересная подача пятерки жезлов. Просто супер. Шестерка жезлов тоже классно. Ну, вообще, не знаю, мне очень нравится прорисовка. Она, как по мне, просто гениальная. Понимаю, что не каждому зайдет, но в любом случае напишите свое мнение по поводу этого инструмента, этой колоды. Нравится вам или нет, если у вас в работе или приобрели бы себе такую. Восьмерка жезлов вообще просто космос. Девятка жезлов, видите, тут там не глаз перевязан, да, вот такой подбитый с ранением, но стоит, выстоял. Десятка метл. Паж. Рыцарь. Королева. Что же закипело. И король. Теперь у нас пошли ведра, ниже кубки. Вот видите, как создает искусственное озеро, наливает воду. То есть полнота жизни, целостность, получить какой-то результат. Двойка кубков, совместные усилия, плодотворный союз. Тройка. Вот, очень понравилась прорисовка. Очень классная подача. Вообще просто, я считаю, что гениальный автор. Ну вот так, знаете, как легко, без каких-то, знаете, перенагруженностей негативными эмоциями, но в то же время в точку. Шестерка. Семерка чаш, она же семерка ведер. Тоже очень классная. Пока листаю, я понимаю, что сейчас угадать сложно, но я вам покажу свою любимую карту. Я не знаю почему, но когда я увидела, у меня случилась истерика. Сейчас до нее дойду. Именно в начале, когда я вообще, где-то мне случайно в интернете попалась эта колода, я увидела, я понимала, все, эта колода должна быть моей. Вот видите, здесь какой нюанс? Тут рыбка не в ведре. Вот если в классике там у нас в чаше рыба это зачатие, то вот здесь только это намерение зачатия, либо творческие процессы. То есть вот эти моменты, конечно, важно учитывать. Вот пошли у нас ложки, а ниже мечи. Смотрите, вот здесь как орудовать. Видите, как придумать рецепт, его воплощать в жизнь. Двойка ложек. Тройка. Вот это та карта, из-за которой, я не знаю, я увидела и понимаю, боги, это мое. Знаете, не знаю почему, но вспомнился к этой карте такое, как у нас ходила в пабликах, даже не анекдот, когда умер, ну как несколько раз подавали информацию о том, что Жириновский скончался, то потом опровергали эту информацию. Кто-то в паблике написал: да когда ж ты уляжешься? Вот почему-то эта карта у меня конкретно ассоциируется с этой фразой. Я не знаю, я как вспомню, ну просто вот один в один, когда ж ты уляжешься. Так, пятерка мечей, да, вот кому война, кому мать родная, у кого-то все, у кого-то ничего. Шестерка мечей, несмотря на угрозы и опасность, все равно, видите, как движение вперед, преодоление какой-то острой ситуации.
Семерка ложек. Восьмерка. Девятка. Даже вот смотришь на десятку этих ложек, понятно, вся трагичность ситуации, но тем не менее она не вызывает какого-то такого страха, ужаса или отторжения. Так, это у нас паж, рыцарь, скорость, напор, королева и король. Вот такая вот колода. Посмотрели с вами с точки зрения визуального ряда. Тут, в принципе, нет смысла что-то объяснять. Я думаю, вам и так все понятно по прорисовке и по всему остальному. Но, ребят, я серьезно считаю, что это классный, достойный инструмент. Он вас порадует, будет долго вам служить в работе, потому что, во всяком случае, все те колоды, которые у меня есть, и Таро Ванесс, и Радужное Таро, и Таро Белого Шлафея, ну, в общем, можно перечислять долго, я имею в виду в таких жестяных коробках. Это вещь на года, на века, очень удобно, очень классно, очень практично, поэтому рекомендую. Но я в любом случае от вас буду ждать обратной связи, совета, ваших впечатлений, поэтому делитесь, и, скажем так, будет всем нам счастьем, потому что взаимодействие, общение и концепция поддержки друг друга, она всегда помогает в развитии. Поэтому вас благодарю за внимание и до новых встреч!